Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня у нас в фокусе вторая Настина рука, и на второй руке мы будем делать безумно нежный, очень-очень свеженький дизайн, который подойдет на любое время года. Собственно говоря, вот такие нюдовые оттенки на ноготочках у клиентов востребованы постоянно. Это самая востребованная палитра цветов. Ею пользуются чаще всего именно вот такими вот кремовыми, розоватыми, бежеватыми оттенками, всеми оттенками, которые напоминают камуфляжик. Поэтому именно вот такой розово-бежевый цвет был выбран для выполнения данной работы. Данная работа будет выполняться в технике прованс, да, то есть легкая состаренная старина. Ну, вообще, собственно говоря, у меня эта работа вызывает очень много ассоциаций. Но идея для создания конкретно вот этих вот розочек, которые я вам сегодня буду показывать, была взята со стемпинг-пластины. У меня такой стемп-пластины нету, поэтому я рисовала все вручную. Мы же тем временем перекрыли наши ноготочки и начинаем делать подмалевочки под наши будущие розы. Взяли бежевый чуть-чуточку, буквально на полтона темнее, сделали кружочки для розочек, да, потому что розочки это у нас кружочки. Потом в серединку начинаем затемнять цветом еще немножечко темнее и самым темным цветом прокладываем самый центр нашего будущего цветка. Все это выполняем в технике по-мокрому, то есть без просушки, чтобы эти цвета у нас потихонечку между собой сами перетекали, где-то размазывались, где-то перемешивались. То есть получается вот такой вот интересный переход цвета. И после того, как мы создали полностью подмалевок, отправляем его сушиться в лампу. А тем временем, пока наши ноготки находятся на просушку, мы с вами разыграем еще один комплект призов. Условия остаются прежними. Вам нужно обязательно поставить лайк этому ролику, сделать репост его в соцсетях и написать в комментариях ссылочку на этот репост. Сам розыгрыш мы проведем с вами ровно тогда, когда этот ролик наберет 1500 лайков. Поэтому лайкать этот ролик просто необходимо. Мы же тем временем прорисовываем наши розочки. У нас полностью просушенная основа, где мы тонкими линиями выводим трафаретную розу. Ничего совершенно сложного с этим, вы знакомы все. Из-за того, что наш сложный затененный подмалевочек вписывается в лепестки наших роз, розы получаются сразу же глубокие, очень объемные и очень интересные. То есть смотрите, буквально 2 движения кисточки в подмалевке сразу же усложняет наши розы и делает их более живыми. Саму же прорисовочку выполняем максимально тоненькими линиями. Как я вам уже говорила, мы имитируем стемпинг. Стемпинг выполняется одинаковой по толщине линии. Я прекрасно понимаю, что вот прям стемпинг вручную нарисовать не нарисуешь, ну потому-то он и стемпинг, а это ручная роспись. Но тем не менее стараемся максимально приблизиться именно к печатному рисунку.
После того, как мы хорошенечко просушили нашу обрисовочку, мы переходим к созданию света в лепестках нашей розочки. Смотрите, я развела белую гель-красочку немножечко с финишем, получила вот такой вот белый полупрозрачный цвет. И именно этим цветом расставляю свет в лепестках розы. Расставляю капельками и буквально немножечко растушевываю, чтобы получить плавный переход. В принципе, на этом можно было остановиться. Этот дизайн уже довольно-таки самодостаточный, очень интересно смотрится на руках клиентки, но нам захотелось сделать еще какую-нибудь интересную штучку. И в данном случае в качестве интересной штучки было придумано вот такое вот объемное сердечко. Это сердечко я выполняю при помощи 3D гелевой красочки, которая густенькая, которая поднимает высоту, держит ее и в то же время в эту высоту просыхает. В моем случае это белая 3D красочка от Blue Sky. Первым уровнем я тоненько прокладываю подмалевок под свое будущее сердечко и сразу же стараюсь приподнять те места, которые будут у меня высокими. Вот здесь нюанс, девочки, если вы будете выполнять вот такие вот объемные элементы, очень внимательно следите за тем, в какую толщину просыхает ваш материал. Если вы превысите эту толщину, то ваши элементы поколятся. Поколятся не потому, что они носибельные, не потому, что они цепляются, не потому, что они плохо себя ведут в носке, а просто потому, что они не высохнут. После просушки первого уровня я поднимаю второй уровень высот. Обратите внимание, поднимаю высоты уже не по всей поверхности своих линий, а именно по тем местам, которые у меня будут самыми высокими, находятся в каких-то поворотах, там, где я хочу повернуть сердечко или приподнять его еще сильнее. Не нужно делать полностью обрисовку, это будет очень долго, это будет неинтересно, и это будет смотреться плоско. Объемы поднимаем частично, и с каждым уровнем объема эти части становятся все мельче и мельче. То есть именно те части, которые будут самые высокие, превращаются в очень остренькие красивые бортики. В общем, как это нормально объяснить, я, к сожалению, не знаю, но смотрите внимательно, как я работаю. Обратите внимание на вот эти вот нюансы, я думаю, вам будет все понятно. После того, как мы полностью проложили объемы на нашем сердечке, закладываем ему тени. Опять же, при помощи темно-коричневого гель-лака, для того, чтобы не выбиваться из нашего монохромного дизайна, мы закладываем самые глубокие места. Это внутри сердечка между перепонками и, соответственно, под сердечком и под вот этими вот ниточками, на которых оно висит. Закладываем, растушевываем, сушим, перекрываем матовым топом. В принципе, все, на этом наш дизайн готов. Очень интересно смотрятся вот такие объемные варианты. Как они относятся, я вам покажу в следующий раз через месяц, когда придет Настя на коррекцию. Ну а на сегодня у меня все. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Желаю всем удачи. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.